Добро пожаловать на канал Эзотерика для тебя. Здесь мы говорим об очень важных и нужных вещах для каждого человека. И в этом видео мы поговорим о вещах, которые притягивают бедность в наш дом. Давайте начнем с того, что никто не любит бедность в нашей жизни. И каждый человек, если он в здравом уме, предпочитает быть богатым, счастливым, здоровым и удачливым человеком. Но в нашей жизни так складывается очень часто, что у нас не все получается. И при этом могут быть совсем разные причины. Это может быть лень человеческая, то есть не хочу работать, хочу, чтобы все падало с неба. Кому-то просто крупно не везет. А кто-то старается изо всех сил, но никак не может рассчитаться по кредитам, долгам и так далее. И вы знаете, многие спрашивают, а почему так происходит? Что же не так? Возможно, главной и основной причиной является то, что в вашем доме есть предметы и есть вещи именно с отрицательной разрушительной энергетикой, которые притягивают в ваш дом бедность и нищету. Давайте вместе с вами проверим, есть ли у вас вещи такие есть в доме. И давайте начнем с денег. Да, вы, наверное, сейчас удивлены, но сами деньги могут становиться причиной их отсутствия. Привлечь нужду они могут в том случае, если они у вас лежат мертвым грузом на дне копилки или вашей банки, а также, возможно, какого-то конверта. Вы должны понимать, что деньги должны всегда работать. Деньги – это в первую очередь энергия. И когда она застаивается, она начинает работать не во благо к вам, а в противоположном случае. Это касается и также поврежденных и всевозможных грязных купюр. Помните о том, что деньги должны постоянно обновляться, быть в движении. И только в этом случае будет приходить к вам приток денежной энергии. Это очень важное правило, о котором многие забывают. Многие люди думают, что если они складывают в конверт или в шкатулку определенную сумму денег, и если они будут время от времени только докладывать, то это нормально. Нет, так нельзя. Когда вы докладываете, обязательно пересчитайте все купюры, потрогайте их, прочувствуйте именно энергию, что они еще больше привлекаются в вашу жизнь. Не разрешайте денежной энергии застаиваться в вашем доме. Далее домашний мусор. И вы знаете, здесь не только тот мусор, который мы ежедневно выбрасываем, но и сюда относятся их всевозможная сломанная утварь, ветхая одежда, старые газеты, нерабочая техника и многое-многое другое. Потому что это словно пылесос, который вытягивает положительную энергию из вашего дома. И вы должны понимать, что захламление перекрывает денежный канал. Он не только плохо влияет на ваше самочувствие, но и препятствует рождению новых идей, новых планов и возможностей в вашей жизни. Далее инвентарь для уборки. Когда вы протираете мебель новыми яркими тряпками, используя для мытья пола функциональную швабру, вы таким образом начинаете проявлять уважение к своему дому или квартире. Не стоит пользоваться старым, растрепанным веником, ведь именно он выметает из дома все отрицательное. С давних времен именно веник наделяли силами, способными привлечь богатство, и хранили их всегда в специальном углу. Следующую вещь, которая несет нищету, безденежье в вашу жизнь, это мертвые вещи. Вы, наверное, будете удивлены, но сюда мы отнесем чучело животных, рога на стенах, шкуры зверей, сухие цветы. Вы должны понимать, что это все носители негативной информации. Мертвая энергетика этих вещей конфликтует с живой энергией вашего дома, создавая тем самым темную ауру, которая становится причиной безденежья и проблем с вашим здоровьем. Поэтому очень важно, чтобы вы контролировали все вещи и предметы в вашем доме. Далее поврежденные символы богатства. Вы должны понимать, что для привлечения денег существуют специальные амулеты, талисманы, обереги и так далее. Сюда мы можем отнести, например, фигурки животных. Это может быть подкова, это может быть денежное дерево, это могут быть неразменные купюры и так далее.
И чтобы эти предметы работали, необходимо точно понимать и осознавать их предназначение. Поэтому неправильное использование может только усугубить ситуацию, и вместо ожидаемого богатства могут нахлынуть проблемы и безденежье. Эти вещи должны быть у вас всегда в идеальном состоянии, без трещин, без надломов, без всевозможных сколов. Если у вас амулет поврежден, то знайте, он утрачивает свою волшебную функцию, и в этом случае с ним придется расстаться и заменить другим. Никогда не жалейте о том, что в вашей жизни поломалось, порвалось, разбилось и так далее. Если вы начинаете жалеть, вы таким образом запускаете негативную энергию в свою жизнь. Да, с одного раза это ничего вы не увидите результат или разницу, но пройдет какой-то определенный период времени, и вы начнете осознавать и понимать, что в вашей жизни начались проблемы. И очень часто уже сложно остановить эту лавину проблем и неприятностей. Поэтому всегда обращайте на это особое внимание. Далее продукты. Вы знаете, обширные продуктовые запасы создают ложное впечатление о состоятельности семьи. На деле же это самое настоящее расточительство, так как часть продуктов просто выбрасывается из-за истекшего срока годности. Кроме того, просроченные крупы, запылившиеся банки с соленьями и тому подобное – это идеальная среда для накопления отрицательной энергии, которая мешает привлечению денег в вашу жизнь. Поэтому не стремитесь покупать много чего и закладывать в кладовки и ждать плохих, тяжелых времен. Если вы ставите себе такую задачу, то в вашей жизни такие моменты, такие события будут постоянно повторяться из раза в раз. Поэтому старайтесь покупать продукты питания столько, сколько вы сможете скушать. Или если вы знаете, что вам понравились какие-то товары, что есть какая-то скидочка или еще что-то, проверьте срок годности, потому что бывает так часто, что акции или распродажи, потому что срок действия уже в скором ближайшем времени заканчивается. Не поленитесь, просмотрите, изучите этот товар, но тоже не старайтесь закупать тоннами и так далее, потому что крупы, они все равно, на них может моль завестись, также они со временем все равно увядают, и они становятся даже невкусные при готовлении, помните об этом. Далее разбитые предметы. Когда мы с вами пользуемся разбитой посудой, мы пользуемся треснувшим зеркалом, мы тем самым, возможно, не осознавая, привлекаем в дом болезни и нужду. В сколах и трещинах посуды скапливаются опасные микробы, и в том числе они могут вызвать заболевания, на лечение которых уже придется потратить определенную сумму денег. Помните об этом. Далее разбитые зеркала. И вот здесь разбитые зеркала, друзья, они очень опасны, потому что они уже начинают искажать положительную энергию и отводят удачу от вас. Сквозь трещины разбитых предметов в дом уже просачивается негатив, и через них уже утекают и благополучие, и ваши финансы. Далее старые кошельки. Вы должны понимать, что кошелек – это основное связующее звено между хозяином и потоком денежной энергии. И знаете, кошелек – это своеобразный мини-банк для хранения купюр. Как и любая вещь, он со временем приходит в негодность. Многие продолжают использовать старый кошелек и хранят в нем и квитанции, какие-то записочки, визитки, чеки и так далее. Этого делать не следует, потому что нарушается главная функция кошелька – хранение денег, что также негативно сказывается уже на вашем материальном положении. Далее чужие вещи. Каждая вещь, она наполнена энергией своего создателя, а впоследствии и владельца. Если мастер изготовил вещь с любовью, вложил в нее свою душу, то это еще не значит, что она будет приносить радость, потому что, попав в руки человека именно с темной энергией, она может превратиться в объект, который истощает зло. Поэтому не стоит без особой необходимости держать в доме чужие вещи. Это касается и вещей умерших людей.
Вы можете оставить на память что-то нейтральное или особо ценное для вас. Но важно помнить, что такая вещь может перекрыть ваш денежный канал и, к сожалению, принести неприятности и разруху в вашу жизнь. Поэтому, пожалуйста, вы должны уделять особое внимание, разбираться и понимать, почему именно произошедшая ситуация привела к тем или иным последствиям в вашей жизни. Помните о том, что мы с вами мудрые люди. Мы люди, которые осознаем и понимаем, что происходит и как мы можем исправить эту ситуацию. Недаром мы сейчас говорим, мы транслируем эту информацию, чтобы многие люди одумались, проснулись и понимали, как нужно дальше жить. Друзья, мы надеемся, что эти советы, эти рекомендации вам помогут в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А мы с вами, друзья, уже услышимся в следующем видео. Всем прекрасного, замечательного дня!